За кілька хвилин розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраного президента на вірність українському народу. У сесійній залі на прибуття президентського кортежу очікують посли та президенти європейських країн, депутати, громадські діячі та журналісти. Здрасте. Да ладно. Опа! Вот это фарт! А что ж нам не сказали, что у нас сегодня в хате инаугурация? Президент со своей красной дорожкой, а мы без смокингов. Бол, что ты стоишь? Помоги президенту расстелить ковер. Почетный караул, стройся! Пані та панове, зустрічайте! Ну, топай, прессик, мы тебя будем инаугурировать. Я, Дмитро Суріков, волею народу, обраний президентом України, урочисто клянусь боронити суверенітет та незалежність України. Я клянуся відстоювати права і свободу громадян. Я клянуся дотримуватись Конституції і законів України. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа. Меня зовут Валерий Викторович, я буду вести у вас историю демократии. Тема сегодняшней пары – государственный кризис в Украине 2019 -го. Здравствуйте, а второй курс? Простите. Государственный кризис в Украине 2019-2022 года, так называемая вторая руина, как по мне что, фармакологию отменили? Перенесли? Это что происходило в стране. История. Итак, 2019-2022 годы, из которых наша страна вынесла очень много. Что вынесли? Не знаю. Наверное, этот кошмарный пиджак. У вас какие-то вопросы? Так, у всіх одне питання. Навіщо? Зачем вам, будущим медикам, нужна история? Да. Действительно, хороший вопрос. Кто-то может на него ответить? Зачем? Наверное, чтобы отдохнуть после нормальных пар. Смешно. А еще какие варианты? Навіщо нам вивчати древніх людей, якщо ми будемо лікувати справжніх? Тоже аргумент. Кто еще против истории? Поднимите руку. Как говорили древние люди, единогласно
Хорошо, раз история нужна просто, чтобы отдохнуть, будем отдыхать. Отложите планшеты, не будем ничего записывать, просто поговорим. Скажите мне, как вы живете? То есть? Как вы оцениваете уровень своей жизни? Хорошо, плохо? Неплохо. Неплохо. Действительно, страна в большой двадцатке. Мы занимаем ведущие позиции по темпам развития экономики, в целом по уровню жизни. Мы раздали все долги и теперь имеем возможность строить свою политику и экономику, исходя из собственных интересов. И для вас это нормально. Но 20 лет назад в нашей стране было нормально, когда зарплаты учителя не хватало даже на коммуналку. Вы даже не знаете, что это. Было нормально, когда пациент шел в больницу со своими шприцами. Когда старость и нищета практически были синонимами. И все как-то мирились с тем, что страна превращается в европейскую свалку старых автомобилей и просроченных лекарств. У каждого поколения свое нормально. И история позволяет сравнить вчера и сегодня и понять, в нужную ли сторону ты идешь. Так что давайте все-таки поговорим о древних людях, которые носили кошмарные пиджаки и думали, что плохо – это нормально. Кто был президентом Украины в 2019 году? Кравчук. Чуть-чуть ты перепутал. 19-й, 91-й. Переставил циферки местами. Есть еще варианты, кроме Кравчука? Голобородько був. Він пізніше. Жінка була. Мужчина был. Такой лысый. Сурков. В целом Сурков был, правда, все его по какой-то причине звали Суриков. Но то, что вы путаетесь, на самом деле в этом нет ничего удивительного. Поверьте, многие из тех, кто жили в то время, тоже не особо понимали, что происходит вокруг. Так что давайте разберем все подробно и начнем мы с того момента, когда Василий Голобородько оказался в тюрьме, а президентом страны стал Дмитрий Суриков. И как президенту амбре? Запах Родины. Портрет, а что ты скривился? Что тебе не нравится? Может, тебе матрас не зашел? Так у нас тут все такие ортопедические. Может, подушка не та? Синтепон? Перьевую ее надо. Так мы сейчас быстро организуем. Кто тут в шикардосе? Болт, я возьму твою для гаранта. Держи. И это не та. Возьми эту. Слушай, так может тебе перьев не под голову, а под ребро, а? Так я тебе еще две дам. Возьми! Держи. И эту! Вам всего мало! Нажраться никак не можете, так я тебя сейчас накормлю. Вот тебе гарант фуршет. Из грязи омлет! Вот твое место. Трибуна твоя вонючая. Стой здесь и клянись. Где наша Библия? Такая подойдет. Клади руку. Клянись! Клянись! Ты к нему придолбался. Я законопослушный гражданин и активный электорат. Я требую отчета. Я за него голосовал! Где ты голосовал? На Одесской трассе лохов чистил. Князь, ты меня знаешь. Я Робин Гуд. Таврии, Ланосы и Черри я не трогал. Я крыс потрошил. А кто сказал, что он крыса? Братва донесла. Да все они как канарейки. Сладко поют, а сами сзади пристраиваются. О, кстати, ты сейчас за всех своих ответишь. Клади руку! Клянись! Я тварь вороватая, гнида трепучая и мразь зажравшаяся, клянусь. Не хватает одной детали. Вот, символ власти. Булава, держи! Ну, падла! Пору! Завалю, гнида! Закончили зарядку. Переходим к водным процедурам. Голобородько, на помывку. Давай, иди и в чистое оденься, и подмойся, мы тебя хоронить сегодня будем, да? Новообраний президент Дмитро Суріков робить перші кроки на посаді. Сьогодні відбулася презентація стратегічного розвитку країни «Альтернатива». Тепер наше спільне завдання докласти максимум зусиль для запровадження швидких реформ. Іншого варіанту, окрім як діяти, не існує.
Перше, з чого ми маємо почати, це енергетична незалежність країни і комунальний сектор. Министр энергетики плюс министр ЖКХ, Минсоцполитики, а на десерт ваш человек в «Нафтогазе». Прибыль, безусловно, поровну. 60/40. По-моему, все справедливо. Что скажете? Вообще-то к сладкому равнодушна. Но от такого аппетитного кусочка я не откажусь. Добро пожаловать в коалицию. А ничего, что тут очередь? Что за люди? Не успеешь глазом моргнуть, а твой гусь уже фаршируется. Мальчики, валите лесом, пока я вам уши не отодрал. Слышь, Баклан, а ты баню не попутал? Еще раз своей дудкой крякнешь, тебя тут и обмоют. Кадмин, мы тут не по своей воле паримся. У нас заказ. А у меня отмена. Позвольте. Приветствую вас, Василий Петрович. Здравствуйте, Юрий Иванович. Спасибо вам. Рано. В смысле? Рано благодарить. Наступне питання, яке має бути вирішене, це екологія. Незаконний видобуток бурштину, вирубка лісу, незаконний вилов риби. Цьому треба покласти край. И все это будут делать ваши люди в Министерстве экологии, Комитете природных ресурсов, Службе геологии и недр. А на десерт прибыль, само собой, пополам. 70/30. Я вибачаюсь, мені казали, що напополам це 60/40. Каждое конкретное пополам прямо пропорционально размеру фракции. Радий бути частиною коаліції. Приятного аппетита. Я умер. Как политик, да. Чисто анатомически еще трепыхаетесь. Во всяком случае, пока. Вы сломали мне нос, а вы сломали мне жизнь. 1-1. Что вообще это было? Из вас хотели сделать хамон. Что непонятного? Кто? Суриков? Суриков, конечно, гнида, но не идиот. Убить вас значит канонизировать. А это ему как серпом по рейтингу. Его стиль – это поизмываться, потроллить, поставлять в больничку просроченную молочку. Все-таки он сказочный молочник. А если не Суриков, то кто? Да мало ли людей, желающих познакомить вас с апостолом Петром. В душе были люди Маматова, а есть еще люди Ройзмана, Немчука. Все-таки удивительный вы человек. Всего год на сидячей должности и заработать такой геморрой. Да если бы не я. А вы там как оказались? Спустился с небес, как ангел-хранитель. А зачем вам меня спасать? 6. Что 6? 6 вопросов вместо одного спасибо. Последний раз, когда я сказал спасибо, ангел-хранитель сломал мне нос. И, видно, переборщил с ударом. Соображайте вы туговато. Это единственное место, где вы находитесь в безопасности. Может, все-таки за здоровье? Нет. А если вот так? Что вы делаете? Там же человек. Да ему все равно уже ничего не поможет. Правильно, Василий Петрович, не стоит рисковать. Удобство далеко. Вам лучше лишний раз из палаты не шастать. Не достали в душе, достанут в сортире. Нет, все-таки просроченный. Понюхайте. Понимаю. Ужас. Да, и непонятно, что для вас хуже. Ужасный конец или бесконечный ужас.
Ну і останнє, найголовніше, те, що турбує мене особисто і найбільше дратує суспільство. Корупція. Корупція і боротьба з нею. Треба діяти рішуче. Ваши люди в НАБУ, САП и в НАЗК. А на десерт? Пожалуйста, угощайтесь. Этого мало. Берите еще кусочек. Мы хотим Министерство экономики и таможню. Извините, это мне решать, что вам давать. Мы партия большинства, и это нам решать, что брать. Вы хотите весь торт? Мы не жадны. То, что не съедим, поделимся. А этого мало? Мало. Проблема. И ее как-то надо решать. Лидер государства. Какими качествами должен обладать этот человек? Рішучий. Розумний. Искренний. Хорошо. Образованный. Трудолюбивый. Демократичный. Разбирался в политике, в экономике. То есть профессионал. Да. Хорошо. И красивый. А что, на самом деле важное качество. Это все-таки лицо страны. Принимается. Какими качествами он не должен обладать? Алчный. Глупый. Нерішучий. Злой. Жадібний. Первая парта. Говорить одне, а робить інше. Двуличний. Так. Хорошо. И, наконец, Некрасивый. принимается. Казалось бы, все просто, но выбирать приходится из живых людей. А живые люди не идеальны. Кто лучше? Честный, но неопытный? Или опытный, но алчный? Куда приведет страну глупый, но очень решительный человек? Сурикова выбрали по принципу «смог заработать сам, сможет поднять страну». Но он очень быстро превратил ту страну в свой собственный бизнес. Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. Кто сказал? Аристотель. Этой фразе больше 2000 лет, а мы так и не хотим учить историю. Мало просто говорити, треба діяти. Діяти негайно. Цього вимагає вся країна. Я вношу подання про зняття депутатської недоторканності. Депутатської недоторканності з Карасюка Сергія Леонідовича. Прикриваючись депутатським мандатом, ця людина організовувала корупційні схеми на найвищому державному рівні. Вимагаю підтримати подання, підтвердивши своє бажання викорінити корупцію в Україні. Одностайно. Депутата Сергія Карасюка позбавили недоторканності. Верховна Рада дала дозвіл на арешт голови фракції визволителів. Народного обранця підозрюють в організації корупційних схем на найвищому державному рівні. Да, мама, звонили. Ходили. Просили. Носили. Послали. Мама, ну какой домашний арест? Ну у нас даже дома своего нет. Ну, у Скориков приживалок здесь. Не, мама, приезжать не надо. Папа, скажи. Да какой там приезжать? Сиди там в своей Италии, внука воспитывай. Пока человек порядок наведет, всех воров пересажает. Ну, видишь, у нас тут дурдом. У нас папа с ума сошел. Кого он там пересажает? Подонок это твой. А я говорю, пересажает. Дед, что ты как маленький? Он не воров сажает, а устраняет конкурентов. Ты вон посмотри в интернете, сколько у него всего. Чего всего? Я вам вчера прочитал, он уже все давно продал незрячему еврею, как это, слепому Трампу. Слепой траст. Дед, ты что, веришь, что он кому-то что-то там передал? Вот вам бы только на честных людей договаривать. А ничего страшного, что этот честный человек у тебя сына посадил и дом отжал. Во-первых, не посадил, а задержал до окончания следствия. Во-вторых, не отжал, а опечатал. Вот разберутся и все вернут. И дома, и Ваську. Человек только работать начал. Вам какого президента не дай, вы его растерзаете. Дед, я с тебя просто поражаюсь. Ты его так защищаешь, потому что за него голосовал? Да, хотя бы и голосовал. А кое-кто даже на выборы не пришел. А чего мне выбирать между взяточником и вором? Я патриот, мне потом в этой стране еще жить. Патриот, ты в этой стране и останешься жить. Давай, самолет ждать не будет. О, вот ты весь разговор. Давай, дуй в Польшу, патриотка. Только не нойте потом оттуда, что мы не тех выбираем. Вот когда будет из кого выбирать, я на карачках приползу. Да ты шо?
только колени не сотри, когда ползти будешь. Ты из Кракова, а Васькина хунта из Брюсселя. Папа, может, хватит уже, ну поняли, что у тебя все плохие. Да, все. Вот только Скорикчик никуда не свалил, нас приютил, Ваську не предал, трезво оценивает ситуацию, потому что есть у человека сердце. Сердце, может, и есть, но печени уже давно нет. Да, пьет. Пьет, потому что человек переживает. За страну переживает. За друга. За друга. Вы друг друга стоите. Пойдем, доченька. Пока, дед. Я теж занепокоєний долею Василя Петровича, як людина. Але як громадянин я зобов'язаний дати свідчення прокуратурі. Інтернет-видання. Знову ви, пане Мага. З вічним питанням, чи продав я свій бізнес? Ні. Нарешті. Порозумнішали. У мене інше питання. Звідки він у вас з'явився? Ви з 2001 року на держслужбі. Я неодноразово наголошував, що поєднання бізнесу і політики неприпустиме. Але якимось дивом він у вас є. Ваші казкові магазини біля кожної станції метро. Не хочу говорити про себе, це непристойно. Я про явище. Поєднання бізнесу та політики – це конфлікт інтересів, особливо у вищих посадових осіб. А щодо мене, то нещодавно на третьому каналі вийшло незалежне розслідування з приводу того, що в мене є, а головне, пане Мага, чого в мене немає. Третій. Це ж ваш канал. Тепер вже і канал мій. Ви розберіться, пане Мага, що моє – канал чи молочний бізнес. Я ворог номер 1 третього каналу. Після ув'язнення власника третього каналу. Дмитро Васильович, я знаю, що нещодавно ви завозили у дитячі будинки комп'ютери. Все так. Але я знаю, що в бюджеті не було виділено на це кошти. І я знаю, що ці комп'ютери ви купили за свій власний рахунок. Прошу, не будемо знову про мене. Так, я допомагаю. Ну, а як? Ну, як? Чужих дітей не буває. Простите, вы не представились. Олег Базилевич, третій канал. Пожалуйста. Скажите, когда состоится суд над бывшим президентом? Це питання не до мене. Колеса правосуддя крутяться, і я не можу їх підштовхувати. Головне в цьому процесі прозорість. І законність для мене на першому місці. А в случае обвинительного приговора вы, как действующий президент, амнистируете бывшего? Панове, я дуже поважаю Василя Петровича. Ми з ним однодумці. Я вважаю його своїм вчителем, своїм наставником. Але він помилився, тому що він дилетант, а я професіонал. Я професіонал, який пройшов всі ланки влади. І як професіонал я зможу втілити його ідеї у реальність. Але ще раз наголошую, суд над Голобородьком має пройти в рамках закону. Дякую. Погодите, можно еще Господа, один вопрос? время Пожалуйста. вышло. Не на всі питання ми отримали відповіді. Але в одному пан Суріков нас запевнив. Суд над колишнім президентом буде прозорим і пройде в рамках закону. В жопу засунь себе этот закон. И уголовный кодекс туда же. Какие 4 года? Какие 4 года? Ты цифры до 20 забудь! Что-то не ясно, Ваша честь? Так ты ж против, Дмитрий Васильевич. Ну я ж не девка, чтобы ломаться. Банкует обвинение. Вот сколько попросит, сколько и впаяют. А чего ж мы так скромно просим? Дим, потому что улик мало, и предъявить особо нечего. Вот это мало. Должно тянуть на 20-ку. А нечего на пожизненное. А там пока только 109-й. Призыв к захвату власти. До 4 лет. Можем еще столько же накинуть, 159-ю пришить. Нарушение тайны голосования. Вот. Вот. А что, есть такая статья? Ты у меня спрашиваешь? Кто 5 лет на прокурора учился? Дима, не подкалывай. Назначил на свою голову. Слушай, я на ту должность не просился. Ты сам мне по пьяни предложил. Так ты ж козырял, что закончил Ярослава Мудрого. Этот, как его? Юриспруденция и правоведение. Миколы Холодного. Канализация и водоснабжение. Так не взрывай мне мозг, сантехник! Короче, я класть хотел на то, что на него есть, чего на него нет. Идите, ищите, ройте, копайте, завалите его бумагами, утопите его в делах. Дайте мне результат! И помните главное,
В этой стране закон один для всех. И этот один – это я. Воспользовавшись служебным положением, вступил в сговор с бывшим премьер-министром и способствовал побегу преступника из тюрьмы. Побегом Чуйко занимался глава СБУ Тасунян. А по чьему приказу, блядь? Организация побега. До 8 лет. Василий Петрович незаконно экспроприировал правительственный квартал. Сослал чиновников нахуй на ВДНХ. Прошу заметить, здания были переданы детям. Теперь на Банковый дом малютки. Там дети до 3 лет. Ну, дети, может, и до 3 лет. А статья до 5. Разжигание межнациональной розни. Это когда? А помните ваш этот одиозный спич про то, как рождаются украинцами, а потом становятся 100-килограммовыми хохлами? Простите. Украинцы простят, а вот хохлы, блядь, обиделись. Разделил народ на свою голову. Статья 161. До 5 лет. Переходим к финансовым. Незаконное обогащение. Покупка загородного дома на берегу озера. Коллеги, ну тут все ясно. Семья Василия Петровича продала квартиру в центре Киева. Купили дом в 60 километрах от города. По дому, блядь, вопросов нет. А вот святыня... Какая святыня? Вы же историк. Вам знакомы имена Киищек, Харив и это, сестра их. Блядь, Лыбедь. В вашем дворе обнаружили ладью, на которой эти отцы, блядь, основатели к нам прибыли. Да ладно. Что-то самое? По заключению компетентных экспертов, возраст этого дерева датируется 5 веком. Что, она просто так стоит во дворе? Почему просто? Там стол, мангал. Они там пьют, гуляют. Вандализм. По совокупности тянет лет на 10. Я думаю, если хорошо покопаться, можно и мощи киевских князей найти. Огород большой, покопайтесь. Спасибо за наводку. А вы зря иронизируете, Василий Петрович. Если вы думаете, что привлечете журналистов, засыпете обращениями международные суды... Я не думаю. А что, собираетесь объявить голодовку? Нет, не собираюсь. Василий Петрович разумный человек. Понимает, что со следствием лучше сотрудничать. А еще лучше написать открытое письмо президенту, покаяться, попросить о снисхождении. Наш президент глубоко верующий человек. Проявит милосердие, получите божеский срок. Никому я писать не буду. Василий Петрович, мы будем вынуждены лишить вас свободы и очень надолго изолировать вас от общества. Вы думаете, это вы изолируете меня? Нет. Это я изолируюсь от вас. С вашей так называемой свободой, вашего так называемого государства, с так называемыми законами, по которым преступники садят людей в тюрьму, а не наоборот. Вы здесь сколько? Неделю? 3 дня. Посмотрим, как вы запоете через месяц. Здесь законы совсем другие. Да, но они, по крайней мере, есть. Пусть волчьи, но они работают. Так что я, пожалуй, посижу. Свободней буду. Слушайте, есть результаты экзит-полов. Шло параллельное голосование в интернете. И там победил Голобородько с большим отрывом. Это неофициальные данные, по официальным победил Суриков. Еще бы! С таким админресурсом. Перестаньте. У нас есть официальная статистика. Оксана. Нами зафиксированы случаи многочисленные подкупа избирателей, недопуска наблюдателей на участке, вбросов бюллетеней, фальсификации при подсчете голосов. А именно, умышленная порча бюллетеней, мертвые души в избирательных... Извините. Умышленная порча бюллетеней, мертвые души в избирательных списках и агитация в день выборов. Мы все это знаем. Что же вы ничего не делаете? Мы делаем. Мы выразили озабоченность. И признали результаты выборов. Весь мир признал. Так о нарушении. В пределах допустимого. Подождите. Это вы подождите. 5 лет. На следующих выборах вы можете без нарушений и фальсификаций выбрать самого достойного. Понятно. Я рад, что мы поняли друг друга. На этом мы окончим. Вам туда, нам сюда. А Суриков? А Суриков – президент. Auf Wiedersehen. До побачення. Как я соскучился по Северной Корее. 30 лет и никаких выборов. Стабильность. А эти ходят, ноют. Этот лысый меня вообще достал. Какой-то он слишком навязчивый. Может быть, он влюбился? У нас к вам более важный вопрос. Послушайте, мы с вами, кажется, уже все обсудили. Нет, не все. Голобородько. Да, мы знаем, идет следствие. Над невинным человеком. Это решит суд.
Я боюсь, что до суда дело так и не дойдет. О чем вы говорите? Я говорю об условиях содержания и о физическом насилии, которое применяют к Василию Петровичу. Президент Суриков заверил нас, что господин Голобородько содержится в нормальных цивилизованных условиях. Где факты? Вот факты. Кто это? Голобородько Василий Петрович. А с чего вы взяли, что это факт насилия, а не несчастный случай? Вот он, несчастный случай. Условия, в которых содержится бывший президент. Это какие-то казематы инквизиции. В это трудно поверить. Так, может, стоит проверить? Даже не сомневайтесь. Реакция по этому факту будет незамедлительной. Мы дополнили линейку новым кефиром, ряженкой и детским йогуртом. Содержание полезных бактерий на 20% больше, чем в старых образцах. К бактериям у меня вопросов нет. У меня вопрос к вам. Почему мой новый завод загружен всего на 40%? Дмитрий Васильевич, делаем все, что можем. Наша продукция уже в школах, в детских садах, в военных частях. А тюрьмы? В тюрьмах пока нет. Ну, так переведите зэков на здоровое питание. Сделаем. О, это что-то новенькое. Со вкусом манго. Со вкусом и запахом. Кстати, попробуйте. Нам интересно, что вы скажете. А что вы скажете о профузной диарее, которая у меня начнется после того, как я это попробую? У Дмитрия Васильевича непереносимость лактозы. Господин президент, у нас проблемы. Комиссия из Европы хотят посмотреть на условия содержания Голобородько, а там, ну, вы сами понимаете. Ну, так успокойте европейцев. Скажите, что все в порядке. Только что перешел на здоровое питание. Дмитрий Васильевич, они хотят сами убедиться. Ну, украинская тюрьма не зоопарк. Мы цивилизованная страна. Мы людей в клетках на показ не выставляем. Вопрос Голобородько находится на личном контроле у председателя ЕС. Не пустим, будут санкции. Например? Урежут квоты на пшеницу. Это проблема Министерства сельского хозяйства. Ударят по металлургии, заморозят контракты. Ну, это проблема Министерства промышленности. Но это минус 12 миллиардов бюджет. Это проблема Министерства финансов. А рабочие места? Успокойся, расслабься. Попробуй йогурт со вкусом манго. Кстати, на молочную продукцию тоже могут ввести эмбарго. Но ты же слышишь, что говорит господин президент. Это проблема Кабмина. Минуточку. Не слишком ли много проблем из-за одного человека? Когда, ты говоришь, приезжает эта комиссия? Но я не понимаю, что вам не нравится. Василий Петрович, рабочая версия такая. Ломаем вам руку и продлеваем курорт еще на месяц. Или на 2, если, дай бог, перелом открытый. Юрий Иванович. В скелете 200 костей. Если грамотно распределить по косточке в месяц, отлежитесь тут, даже если впаяют пожизненное. Ну, какая разница, кто вам эти косточки поломает, я или соседи-гоблины? Что вы предлагаете? Василий Петрович, вы честный, благородный, бесстрашный, но не бессмертный. Позвоните Сурикову, договоритесь. Вы поймите, вы будете сидеть вот тут, пока он будет сидеть там. А засел он там надолго наш Дави-молочник. А я думаю, он скиснет. Серьезно? Да. Хотите поспорить? Могу. Давайте спорим, давайте на что-нибудь ценное. На компот. Заметано. Василий Петрович, вот зачем вам 5 пальцев, а? Ну, давайте одну фалангочку, дверью. А ключицу. А если кадык? Это мой кадык. Когда давайте. Господи, там нет косточек. Кстати, господи, как же я забыл. Вот. Вы думаете, мне Бог поможет? Ну, на Бога надейся, а сам не плашай. Откройте. Кастет, заточка. Это что? Это мое ноу-хау. Не знаю, какой вы боец, но я где-то читал, что юмор обезоруживает. Заходите в камеру, а него что вы? И все? И ситуация разрядилась? Хотя у вас не получится. Тут нужен артистизм. А какой из вас артист? Голобородько, на выход. Сейчас, одну минутку. Сын мой. Он уже ушел. Да? Да. Ну так. Нет. Ну ладно, Бог дал. Бог взял. Мне нужно идти. Да, сейчас. Посидим на дорожку. Я вас провожу. Я не суеверный. Василий Петрович,
плохая примета. Юрий Иванович, мы с вами находимся в таком месте. Здесь даже когда ходишь, сидишь. Юмор и весельника. Ладно, до свидания. Хотя, прощайте. Василий Петрович, ну какой прощать? Вас все равно ко мне сюда привезут. Правда, не факт, что вы будете меня узнавать, но про компотик-то я вам напомню. Шапочка. Нет, Миша, я вас понимаю, ну что это за суммы, а? Ну какие 20 миллионов за амнистию? Там у вашего гаранта ничего не слипнется. Сережа, ты радуйся, тебя оценили впервые дороже, чем ты стоишь. Так ты в памперсе. Юра! Какие 20 памперсов? 20 миллионов. Лицом к стене. Отставить. Господин президент. Ну, как говорится, больше президентов не бывает. Ну что, говорим? Я так понимаю, вы туда не очень-то торопитесь. Прошу. Ну что, давайте сразу к делу. У нас к вам, так сказать, деловое предложение. У кого у нас? У администрации президента. Мы, конечно, приносим свои извинения, что поселили вас в этот хостел. Ну, косяк. Ничего. Мы исправим, поселим вас в более удобные апартаменты. Хорошие соседи, порядочные, оступившиеся интеллигенты. Телек, книги, нормальная кормежка. Ну, все, короче, по красоте. А в чем, собственно, предложение? Чтобы вы это забыли, как страшный сон. Раз и навсегда. Особенно при комиссии Евросоюза. А я при чем? Ну как это при чем? Вы же патриот. Подсобите, так сказать, родине. Родина уверенно топает в Европу. А вы, кстати, инициатор этого. Ну что, вы согласны? Иначе этот безответственный человек совершит еще не один косяк. По рукам. Основная тема завтрашнего антикоррупционного форума – ваша борьба с коррупцией. Министр МВД будет произносить речи, и вот основные тезисы. Борьбу с олигархатом президент начал еще до вступления в должность. Как былинный герой, он срубил 3 головы коррупционного дракона, посадив в тюрьму олигархов Маматова, Ройзмана и лишив гражданства олигарха Немчука. Аллегория со змеем хороша, а былинный герой это как-то размыто. Нужно больше конкретики. Илья Муромец. Наш герой в лавре лежит. Народ такое любит. Да. Илья Муромец. Воин. Иди работай, а я воевать. Какие люди и на свободе. Вашими стараниями, господин Суриков. Вы запомнили мою фамилию? На всю жизнь. Спасибо за амнистию. Я этого не забуду никогда. Поверьте, господин Маматов, я тоже. Ну и как там? Дзен и гармония, Хаям, Конфуций. Наконец-то я привел в порядок свою душу и мысли. Так что я вам даже благодарен за этот необычный отпуск. Пора вашу благодарность конвертировать в конкретные дела. Амнистия – это не верх моей щедрости. Вы получите лицензии, дотации, монополии. Я дарю вас словами латинского происхождения. Кви боно, кви продаст. Кому это выгодно? Нам с вами. Только в разных пропорциях. И какая же ваша? 80%. При всем уважении, это даже не гоп-стоп, это мародерство. А не проще было бы просто отжать всю мою империю? Пробовал. Не катит. Ваша колесница без вас не едет. Ее простою огромные потери. Вот вы этим и займетесь. Предлагаете стать мне топ-менеджером моей империи? Забавное предложение. В вашем случае это безальтернативный вариант. Начнете вот с этой схемы. Амстердам плюс? Перевожу. Мы больше не покупаем уголь в России.
по известным причинам. Уголь идет из ЮАР в Амстердам, а оттуда на украинский ТЭЦ. И кто за это платит? Правильно. Наш многострадальный народ в платежках за коммуналку. Ну, в чем, собственно, схема? В маленьком слове «якобы». Мы якобы покупаем уголь у ЮАР. Транзит обеспечат ваши логисты. Прибыль 11 миллиардов в год. И ваши 80. Завидуете? Не завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат. Смотрю, вы прониклись творчеством Хайяма. Может быть, я зря вас оторвал от тюремной библиотеки? Ну, 80 так 80. А можно откровенный вопрос? А то, знаете, ходят разные слухи. А вы кто по вероисповеданию? Я? Бизнесмен. Ну вот, все. Тихо, спокойно, демократично. А где люди? А тихий час. У нас здесь вообще все на доверии. Никаких амбарных замков, никаких вертухаев. Обитатели спокойно передвигаются, ходят друг к другу в гости, так сказать, дружат камерами. Ну, камерами это, конечно, сложно назвать, но вы сейчас сами во всем убедитесь. Прошу прощения, Василий Петрович, что в тихий час, но у нас здесь гости с Европы. Good evening. Спасибо. Прошу. Это стиль этно. Все, так сказать, по желанию господина президента. И здесь остается патриотом. Ванна, пройдемте. Ну вот, пожалуйста, вода горячая, круглосуточно. Ванна, туалет, джакузи, к сожалению, нет. Ну, тюрьма, сами понимаете, должны быть хоть какие-то лишения. Спальня, прошу. Ну вот, пожалуйста, матрас ортопедический, подушки перьевые, страна солнечная, витамин D обязательно. Плазма работает, интернет просто летает. Вот, пожалуйста, свежие фрукты, молочка бесплатная, но вкусная. Василий Петрович никак отвыкнуть не может. Ну вот, в принципе, как-то так. Я, конечно, понимаю, что к шведским тюрьмам нам еще топать и топать, но мы стараемся. Знаете, я хочу признаться, что мы ожидали увидеть картину более страшную. Вы нас приятно удивили. Это уже достойный уровень. Я вас умоляю, это так, стандарт. Вы еще не видели наши другие корпуса. Вот там уровень. И номера побольше, ремонт получше, сауны, бассейны, спортзалы. Вот там элит. Так что Европе есть чему стремиться, а есть чему завидовать. В следующий раз обязательно проведу более обзорную экскурсию. Okay. А зачем откладывать? Давайте прямо сейчас. У людей времени нет. Это много времени не займет. Просто как-то неудобно. Люди издалека приехали и так и не увидели, к чему им стремиться и чему нам позавидовать. Пойдемте. Проходите. Для вас, может быть, это и мечта, а для нас живая реальность. Не стесняйтесь. Ну, вот такая у нас входная группа. Да, это уже не стандарт. Это скорее лофт. Он сейчас в тренде. Ничего лишнего. Пройдемте. Ни цветочков, ни дорожек. Я бы даже сказал, не лофт, а минимализм. А это наши апартаменты. Вот тут мы, собственно говоря, живем. Это швейцар Максимыч. Где же наша связка пластиковых ключей? Ну, как в целом вам наш элит? Это какие-то катакомбы. Это средневековье. Вы хотите сказать, что здесь может быть человек? А мы сейчас увидим. Сейчас откроем и увидим. Открывайте. Просто не терпится удивить Старый Свет нашими достижениями. Подождите. Я прошу прощения, одну минуточку, сейчас продолжим экскурсию. А нам просто с Василием Петровичем нужно поговорить, да? Ну, мне кажется, гости вперед. Ничего, ничего, у нас для них сюрприз. Сюрприз? Да. Проходите, доверие. Василий Петрович, что вы с нами устраиваете, да? Может, камеру побольше, плазму пошире, может, вид другой. Вы скажите, что вы нам руки выкручиваете. Мы же с вами, по-моему, договорились. Это вы договорились, я нет. А это, сука,
считал вас порядочным человеком. А я и есть нормальный порядочный человек. Как вы себе представляете, я буду один шиковать в жирных апартаментах, когда все остальные будут чалиться на норам? Как я себя чувствовать буду? Так что, мне всю камеру расселить? Нет. А что? Всех заключенных. 500 человек. Переселить. Плазмы, холодильники. Заметьте, не я это предложил. Это невозможно. Я имею в виду, невозможно так быстро, как вы хотите. А я не тороплю. Месяц. Плюс медицинское обслуживание и досуг. Василий Петрович, подумаем аппетиты. Хорошо, что напомнили. По поводу питания. Извините. И нормальная еда. С завтрашнего дня. Мы же топаем в Европу. По рукам. Я прошу прощения за задержку. У нас, в принципе, все готово. Так что можете проходить, смотреть. Хотя, что здесь смотреть? Типичная камера, обычные заключенные. 5-6 человек, не больше. Вы с ума сошли? Здесь держатся живые люди? Почему бы и нет? В таких условиях в 21 веке? Почему 21? 18-й? Это Василий Петрович немножко не договорил. Это музей. Это у нас реконструкция, тюрьма. Конец 18-го, начало 19 века. Наша гордость. Мы, конечно, поначалу были против, но люди настояли, а желание заключенных для нас закон. Все в духе эпохи. Пожалуйста, да, один в один. Койки, замки, запах воссоздали. Ну и белье 100-летней давности. Кстати, дорого стоит. Значит, люди здесь не живут. О чем вы говорите? Ну, свободное время вот собираются, классику читают. Сейчас, между прочим, спектакль репетируют. А какое произведение? Достоевский. Идиот. По-моему, мы их балуем. Україна зробила ще один крок на шляху до енергонезалежності. Завдяки формулі Амстердам Плюс, розробленої урядом, вдалося зламати вугільну голку, на яку нас підсадив наш північний сусід. Відтепер Україна закуповуватиме вугілля в Південно-Африканській Республіці. Звідти воно через порт в Амстердамі відправлятиметься до наших ТЕС та електростанцій. Президент акцентує, що енергонезалежність є ключовим питанням в національній безпеці України. Первый уголь пойдет уже через неделю. Газбанк? Все решили, типа национализировали. Деньги? Вывели, все в ажуре. В ажуре. Должны быть в офшоре на Каймановых островах. Переведем. Да, и этого Вуйко нагните по вышкам. Предложение стандартно, 70/30. Так вы же уже его нагнули. 80/20. Заработался. Вам отдохнуть нужно. Дело не в проворот. Хотя мысль хорошая. Устал дико. Вопрос куда? В 12:00 у вас Кабмин, пенсионная реформа. В 13:00 консультация по образованию. В 14:00 брифинг с иностранными инвесторами. Кира! Набьешь это расписание на моем надгробии. Дмитрий Васильевич, мы уже месяц на Банковой, ни одного государственного вопроса не решено. Пожалей шефа, ты видишь, на нем лица нет. Давай потом. Можно и потом. После импичмента времени будет навалом. Кира, как тебя много. Как тебя много. Ладно. Давай. Официальный визит в ЕС. Сложные переговоры, нужно подготовиться. На все про все 10 дней. 10 дней. 9 ночей. Да, времени мало, но подготовиться надо. Заказывай самолет. Курс на Мальдивы. Ну а как же дела? Кто против? Полетишь со мной, возьмешь документы, купальник. Какой купальник? Действительно, территория закрыта, можно и без купальника. Дмитрий Васильевич, у меня тоже есть пару нерешенных вопросов и плавки. Ты чем слушал, Женя? М? Ты месяц на Банковой, ни одного вопроса не решено. Работай, Женя. В плавках или без, решай сам.
Василий Петрович. Второе пришествие. Даже не знаю, креститься мне или чертыхаться. Вы заставили меня поверить в чудо. Можно я гляну на вас? Вдруг вы мироточите. Так, ни одной царапинки, живой и здоровый. Вы заговоренный? Дункан Маклауд? Нет? Я понял. В камеру не попали. В камеру попал. Попали? Молодец, отлично. Значит, взялись за ум, пошли на компромисс с совестью. Я удивлен, но я рад. Нет, я не пошел на компромисс. Не пошли на компромисс, в камеру попали и живой. И живой. Так. Я все понял. Эти звери задумали самое страшное. Решили мочкануть вас. Прилюдно на глазах у всей братвы. Юрий Иванович, пойдемте поедим. Очень хочется есть. Какой есть, надо бежать. Потому что бежать нужны силы. Пойдем. Василий Петрович, мы вас накормят сейчас стеклом. Они утопят вас в палате. Не понял, что происходит. Я что-то пропустил? Теряю хватку, пора выписываться. Зробив успішний бізнес, зроблю успішною країну. Народ купився на гасло президента Сурікова і всенародно обраний не підвів. Зробив країну власним бізнесом. Сьогодні вранці на кордоні з Росією активісти зупинили потяг з нібито південноафриканським вугіллям. Тепер очевидно, що план Амстердам Плюс – ніщо інше, як жирний плюс на рахунках президента. Хто активував вугільний скандал, кому вигідна спроба черговий раз дестабілізувати ситуацію в країні, хто проплачує так звані стихійні мітинги. Ми звернулися за відповідями до адміністрації президента. Я просто поражаюсь, как некоторые каналы переворачивают факты с ног на голову. Это касается поезда. Да, поезд был, но он не ехал на Украину, как говорят российские журналисты. Также он не ехал и в Украину, как говорят местные политологи. Поезд ехал из Украины, причем порожняком. Поезд был пустой, поэтому в нем никакого угля не было. А це що по-вашому? Мумію? 64 вагони мумія? Я особисто оце діставав з вагона. То, что уголь был, никто же не отрицает. Но какой уголь? Там такой уголь, что... он же мелкий, плохого качества, он же даже не горит. Это уголь для фильтра, что непонятного? При чому тут вугілля? Як цей состав взагалі пропустили? А его вообще никто не пропускал. Они сами нагло ворвались на нашу территорию. Они даже не отреагировали на пограничник. От такий у нас кордон, такі у нас прикордонники. Нормальные у нас прикордонники. Они сразу среагировали и на стареньком тепловозе пошли на таран. Так, стоп. Если был таран, то почему нет следов столкновения? Ну, потому что таран был. Просто не было столкновения. Опять 25. Що ви нам голову морочите? Одну секундочку, Я вообще Назар могу Борисович. договорить, да? Пожалуйста. Наши герои на полном ходу проскочили по встречному пути. Вот так, видно вам, да? И оказались на территории другого государства. И теперь они в плену. Диверсант перевел стрелку, и теперь СБУ занимается поиском этого стрелочника. При чому тут стрелочник? З вугіллям що? Да что вы с этим вугилем? У нас люди в плену, а вы вугилля. Людей спасать надо. Здравствуйте, пожалуйста. Что ты еще тут? Слушай, я ничего не понимаю. Поезд ехал, не доехал, уголь вез, не довез. Какие-то пограничники, стрелочники, заложники. Что вообще? Вот оно тебе надо. Не, ну надо выяснить, Суриков вор, не вор, может уже на Майдан надо идти. В магазин надо идти. Хлеба купить, закроется. Да стань ты со своим магазином. Тут, может, страну скоро накроет. Да дай Отводи ты, ну что ты... Здравствуйте, Иван Андреевич. Вы в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать эту нашумевшую историю с целым составом угля из Кузбасса? Я считаю, что поезд из Кузбасса, все 64 вагона с углем, и неважно, коксующимся, фильтрующим антрацитом, нужно доставить в Киев на банку. Так, ну и? И засунуть вашему Сруликову в жопу, а Ваське волю. Ваня! Свободу! Ваня! Сволочи такие! Мусорзор! Телефон!
Идиоты! По последним данным, на главной площади Киева собрались... У столицю продовжують з'їжджатися обурені активісти. Восстановить справедливость – это главный лозунг и требование Звуки молочной революции называют происходящее в Украине европейские издания. Дебилы! Олигофрены, дауны! На день страну оставить нельзя. Что ты глаза прячешь, рупор пропаганды? Почему эта морда татарская меня поносит по всем каналам? Мы подали запрос в Нацсовет о запрете. Так отруби на эти каналы! Где этот монголоид? Ты его нашел? Ты его арестовал? Ты его расстрелял? Ну и ищем. Ну, вы пока... Молчи, молчи, молчи! Почему мои каналы молчат? Мои каналы. Они не молчат. Мы даем опровержение. В выгодном свете освещаем события. Ты поп все освещать, скажи мне! Отруби их нафиг! Ничего не было! Не было никаких поездов, ничего не было! Президент на месте, президент работает! Все в порядке, это фейк! Так, а чем же мне это подтвердить? Ты дебил! Вчера я лазил раком по шахтам, открывал эти больницы, где дома эти вонючие. Церковь освещаю с этим попом в этом селе, в этом яйца, где мы красим. Ему нечего показывать! Мы этот сюжет на Пасху готовили, а сейчас зима. Мне тебя учить, Паша! Нарисуй елку, снегопад! Да, кстати, сколько их там, ну ты видишь? Почти 500 000. Из-за какого-то угля? Да их вообще уже понесло. Они требуют понижения цен на свет, на воду, на газ. Тогда им газ. Бесплатный, слезоточивый, водометы, нацгвардию. Разгони все, чтобы через час никого там не было. Пусто, все! Через 5 минут по всем каналам надо показывать, как президент наряжает елку рождественскими яйцами, пасхальными, любыми, твоими яйцами наряжает елку! По-моему, это Оскар. Ярко, сочно, от души. На 3 импичмента наговорил. Запускай экстренный выпуск по всем каналам. Зачем заставлять президента ждать? В Киеве снова жарко. Утром киевляне увидели Починалися, як мирна демонстрація переросли в справжні бої. Об агрессивных действиях силовиков. Разгони все, чтобы через час никого там не было. Пусто, все! Через 5 минут по всем каналам надо показывать, как президент наряжает елку рождественскими яйцами, пасхальными, любыми, твоими яйцами. И вот это наш президент! Ганьба! Кто нами правит? Наконец-то он открыл свое истинное лицо! А сейчас с нами Борислав Костюк прямо с Майдана. Скажите, пожалуйста, Борислав. Колишній президент! Колишній президент, можете не сумніватися. Я впевнений, ця гідота на Мальдівах прекрасно мене чує. Так знай, падлюка, нас не залякати водометами та сльозогінним газом ті, хто зараз на Майдані стоять за кожного українця. Я теж ладен прямо зараз вилетіти на Мальдіви і не вертатися звідти. Жанна Юрьевна, мы следующие. Не-не-не, не готова. Сергей Леонидович. Сергей Леонидович, прекрасно выглядите. Ну, в смысле, правильно. Кадр. Где тебя носит? Поезд летит на Банково, а ты скрипишь на дрезине? Я речь готовил. А что ее готовить? Это что, первый мой Майдан? Или я скажу что-нибудь другое? Ты что, не понимаешь? Если мы с тобой сейчас не впрыгнем в этот локомотив, мы будем сидеть в этом козьем болоте, в этой гребаной Верховной Раде, в меньшинстве и гавкать из каждой подворотни, как шавки. Не понимаешь, что это мой последний шанс? Посмотри на меня. Через 5 лет я и сама в президенты идти не захочу. А как идти? Дряхлой старухой, с клюкой от Дольче Габбана. Что там у тебя, любимые? Я так не говорю, Антон, я говорю рідні мої, українці. Слава Україні, я з вами. Україна понад усе. Это банально. Госпиталя, незаконно репрессированный, осужденный. Злочинна влада на чолі з Януковичем. Откуда Янукович? Ты что, не мог вычеркнуть? Ты что мне дал? А от це хорошо. Я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла почути стук ваших сердець. Я мріяв побачити ваші очі, почути, як б'ються ваші серця. Я вам так скажу. Політики, що за люди? котрі були до Ничего сьогоднішнього святого. дня, Что тут скажешь? Ушло в народ. И чем мне теперь это крыть? Выйти без рук, але я обіцяю. без ног
изрешеченный пулей? Жанна готова? Нет. Да, Тогда сразу после Карасюка. вместо. Я гарантую, Не я, а ми всі, вибачте, пане Карасюк. Але наша країна сама здатна своїми руками побудувати своє майбутнє. Бо країна там, на Майдані. Я щойно звідти прилетіла до вас ластівкою, принесла у своїх долонях вінок лавровий перемоги. Нація стала з колін. Народ пішов проти злочинця. Подивіться, будь ласка, до чого довів цей режим пана Карасюка. Пан Карасюк каліка! Революцію повинні робити здорові люди зі здоровими руками. Тому, пан Карасюк, я обіцяю вам, що ми помстимося. Відпочивай, спи спокійно, дорогий друже. Я не кажу «до свидання», я кажу вам «прощавай», «до побачення». Рідні мої, ми з вами не будемо робити більше таких помилок. Хіба ми з вами барани? Хіба ми з вами стадо тупе? Скажіть, будь ласка, любі мої українці, чому ми кожного разу обираємо одних і тих же покидьків з однієї тієї ж колоди та одних і тих же мразей? Де нові лідери? Де чесні, порядні політики? Прийшов час сказати волю правді, волю совісті, волю Голобородько, Васі волю! Васі волю! Васі волю! Васі волю! Я прямо зараз на ваших очах беру слухавку і телефоную Василю Петровичу. Артистка врет, как дышит. Вот кому она звонить собирается? Можно подумать, у вас телефон есть. Юрий Иванович, дайте послушать. Алло, це Вася? Приветствую вас, Жанна Юрьевна. Це не Вася. Это Чуйко. Смею напомнить, тот самый, который посадил вас на газовую трубу. Слухайте, мені все одно, хто ви. Хоч начальник в'язниці, хоч міністр МВС, хоч сам Господь Бог. Ви сатрап. Ви тримаєте за ґратами невинну людину. Негайно дайте слухавку Василю Петровичу. Вас? Да. Вася? Це Вася? Це Вася! Вася, ти чуєш? Тут ми всі зібралися. Люди, журналісти. Вася! Васі волю! Васі волю! Васі волю! Ми їдемо до тебе! Вася! Ми всі їдемо до тебе, Вася! Поздравляю, Василий Петрович. С меня компот. За что? Васе волю. На премьерское кресло не претендую, но маленький министерский портфельчик в большом министерстве энергетики. Я от него не откажусь.